По какому принципу Фахад собирает несколько сгустков космической материи, отвечающих Вселенной, Солнечной системе, планете, соответствующих сознаний, населяющих их существ? Фахад меняет структуру туманности. Он разделяет первичное вещество на атомы, которые сами являются источником всей жизни и сознаний. Необходимое тепло зависит от количества сгустков космической материи. Тепло является следствием жизненного импульса, приводящего в сцепление первоэлементы, собранные в сгустке Фахада. Количество тепла необходимое для сцепления. Развивает необходимую теплоту Фахад, дав импульс сгусткам космической материи. Фахад внутренний огонь преобразует в тепло, самостоятельное для распространения нового роста. Следовательно, проявлением теплоты будет в сгустках, готовых к самостоятельной будущей жизни. Откуда берется беспричинное тепло? Беспричинное тепло берется от импульса движения, от импульса вращения, от импульса действующей силы, вечного дыхания. Беспричинное тепло возникает из беспричинной причины. Когда начинается период огненной туманности? Огненная туманность начинается с момента, когда Свабхават ткет ткань. Когда дыхание огня или духа вызывает распространение ткани или тепло, а дыхание матери или материи проявляет сокращение или холод, тогда начинается период огненной туманности. А как выглядит ткань в период огненной туманности? Охлажденной, сияющей, ослепительным светом для ясновидящих. Для человека ощущается в плотном состоянии вспышками во тьме мозговых нейронов, а для глаза внешнего зрения человека восприятие как солнечный свет. В период огненной туманности ткань выглядит живой или дышащей структурой пространства. Пульсация ткани способствует возникновению светящихся разнообразных коррелятов электричества. Когда дыхание матери касается ее, что делает дыхание огня отца? Когда дыхание матери касается ткани, то отец или дыхание отца или огня расширяет ее. Когда дыхание матери касается ткани, дыхание отца побуждает материю раскрыться. Так дух строит из материи свои тонкие тела. Как дыхание Отца создает фокус сознания? Волею всемирного закона вечного дыхания создается фокус абсолютного сознания, отражение. Дыхание Отца соединяет нереальное и реальное, вечное и периодическое. Фокус сознания – это узор вечности, возникающий из единого состояния. Что является врожденной силой, которая всегда стремится к породившей ее сущности? Это сила совершенствования или сила эволюции сознания Ойо-Хоо, сила света, тепла и энергии. В человечестве Троица становится Святой Четверицей. Врожденная сила есть любовь. Она стремится к породившей ее сущности, к свободной божественной воле. Как возможно, что количество теплоты при сжимании превышает количество теплоты, которое теряется, чтобы произвести сжимание? Когда происходит давление при сжатии, что в жизни играет роль препятствия? Воздействием внешнего огня. Внутренний огонь возжигает и трансмутирует центры, пробуждая чувство знания мощью разумных сил мыслителя, освобождая его и раскрывая самодеятельное творчество, свободой сознания, осознающего самого себя, как «я есть я».
При сжимании количество теплоты превышает количество теплоты, которое теряется, чтобы произвести это сжимание. Внешняя теплота переходит в теплоту внутреннюю. Внешняя теряется, а внутреннее количество теплоты увеличивается до беспредельности. Как понять, сыны ее разворачиваются, сокращаются сами собой, и своими сердцами они вмещают беспредельность? Сыны суть троичные, они от отца матери, имеющих их свойства и качества, которые пришли во вращение и сжатие, и своими сердцами они, сыны, вмещают беспредельность в конце дня Брахмы. То есть задача эволюции исчерпана. Сыны – это разумы, которые строят ткань сами собой. Ткань – это и есть их тело, форма высшего разума. Когда дыхание над – это состояние непроявленного разума. Когда дыхание касается, то возникает беспричинное тепло. Тогда происходит сокращение и распространение. И это есть пульс. Так бьется сердце, которое вмещает беспредельность обновлением токов или сознания. Почему действующая сила остается в торжественном одиночестве? Сила остается в созерцательном состоянии торжественного одиночества после импульса, придаваемого каждому атому, и океан оживает для нового эволюционного цикла колеса и колес. Потому что исчезает бездействие, когда собираются силы для действия. Действующая сила обновляет сознание. Она остается в торжественном одиночестве. И эта сила – Аум. Если свободная воля абсолютна и безгранична, то как она может действовать? Свободная воля от того и свободна, что может самостоятельно действовать, победив все ограничения и препятствия данного периода или цикла, разрешив все тайны и загадки самостоятельно своей самодеятельностью. Свободная воля действует через проводников. Носителями этой божественной воли являются Дхьяни Будды. Как сливается творческая сила с абсолютным разумом? При завершении дня Махаманвантары происходит растворение, слияние единства, абсолютного всего в его разряженности, в беспредельную продолжительность ночи Брахмы. Творческая сила сливается с абсолютным разумом в пульсации вечности, и это действие беспредельно. Так каждый импульс обновляет ткань или сознание. Так сердце становится беспредельным. Так сердце есть неограниченное пространство.